Козюлька проснулась, а нам пора болтать с Шарлоттой. Hey, there you are! This sure is a mysterious place. А вот и ты. Место здесь, конечно, загадочное. I've taken a ton of photos, and boy, do I have a list of questions for you. Я сделала кучу снимков, целую кучу снимков. И да, точно, у меня же есть к тебе несколько вопросов. Доброе утро, Шарлотта. Morning! Oh, snap, look at the time! I better go grab today's Доброе paper. утро. Ох, пора бежать за сегодняшней I'll bring a газетой. copy back for you as well. Я для тебя захвачу. Hey, there you are! I've taken a ton of... It's Тебе здесь idyllic, нравится? and the lighting is perfect. You can take the most beautiful photos from literally any angle. Обстановка идиллическая и освещение идеальное. Можно делать красивые фотографии буквально с любого ракурса. And yet, we're currently inside your teapot, right? И все же мы сейчас внутри чайника, да? Я не завариваю чай в чайнике, волноваться не о чем. Really? You've never brewed tea in here? Oh, well, that's a shame. I was going to ask you about how this unique environment affects the flavor of the tea. Правда? Ты никогда не заваривала здесь чай? Как жаль. А я как раз хотела спросить, как этот уникальный чайник влияет на вкусовые качества напитка. I heard this legend during an interview with someone from Liyue once. They said there was once an adeptus who poured half of the Bishui River into their teapot to brew some tea. Как-то я брала интервью одного человека из Люэ и узнала легенду, в которой адепт налил половину реки Биши в свой чайник, чтобы заварить чай. When the tea was ready, the adeptus poured the whole pot back into the river. And that's how the river got its distinct color. Когда чай был готов, адепт вылил из чайника обратно в реку, и так река приобрела свой особый цвет. Что-то я уже такое слышала. No idea if there's any truth to it. I'd sure like to taste the water from the Bishui River if I ever get the chance, just to see if there's any hint of a tea flavor. Не знаю, если в этом хоть доля правды, я бы с удовольствием попробовала воду из реки Бишуй, если бы мне выпал шанс. Просто чтобы понять, есть ли в ней хоть какой-то намек на чайный вкус. Hey, there you are! I've taken a ton of Хочешь поговорить? Sure. Anything you want to know about in particular? Let's see. I know. I'll tell you about the time that Bedazzled caused a huge scandal. Конечно. Хочешь знать о чем-нибудь конкретном? О, знаю. Я расскажу тебе, как коллеги из «Поразительно», это, видимо, название газеты другой, однажды вызвали огромный скандал. They once ran a special report which claimed that the production and promotion of Fanta was part of a sinister plot by the Fontaine Research Institute. Они выпустили специальный репортаж, в котором утверждалось, что производство и продвижение Фонты – часть зловещего плана исследовательского института Фонтейна. Звучит как теория заговора. Right? Anyway, they put forward a theory that long-term consumption of Fanta makes human teeth and bones incredibly fragile. Правда ведь? Они выдвинули теорию, что длительное употребление Фонты делает зубы и кости человека очень хрупкими. It would end up destroying people's bodies to the point where they could no longer take care of themselves. Even walking and eating would be agonizingly difficult. И что в конечном итоге это разрушит тела людей до такой степени, что они больше не смогут заботиться о себе. Даже ходить и есть станет мучительно трудно. Finally, people would be forced into relying on machines just to survive. And that's when the Fontaine Research Institute, who develops all kinds of mecha, would swoop in to save the day and turn a huge profit in the process. В итоге люди будут вынуждены во всем полагаться на машины, и тогда на помощь придет исследовательский институт Фонтейна со своими разработками, спасет положение и получит огромную прибыль. Очень надуманно. Most of my colleagues and I thought so too. As far as we're concerned, Bedazzled makes up things like this all the time, so we thought nothing of it. Вот и мы с большинством коллег так подумали. Насколько нам известно, поразительно частенько выдумывают подобные истории, так что мы не придали этому значения. But it turned out that a whole bunch of people who already hated Fanta were completely convinced it was true. Well, either that or they saw it as a good opportunity to vent their grievances. Но выяснилось, что многие люди, которые так ненавидели Фонту, в это поверили или воспользовались этим предлогом, чтобы спустить пар. Either
the way, after that article was published, the Maison Accord was inundated with complaint letters accusing Fanta of harming children. Как бы то ни было, после этой публикации в палату жестьон посыпались письма с жалобами на то, что Фонта вредит детям. They claimed that Fanta doesn't just damage children's teeth, but also stunts their growth, discourages them from drinking plain water, and ruins their appetites. Там говорилось, что Фонта не только портит детям зубы, но и замедляет их рост, отбивает аппетит и желание пить простую воду. It all got so out of hand that Mr. Henry got pressured into doing a public interview with the Steambird, in which he stated that he would personally prove that Fanta was harmless. Все настолько вышло из-под контроля, что господин Айнери под общественным давлением дал публичное интервью Паровой птице, в котором заявил, что лично докажет безвредность Фонты. И как он собирался это сделать? He declared that he would start drinking 3 cups of Fanta every day until he turned 60. Он заявил, что станет пить по 3 стакана Фонты каждый день вплоть до своего 60-летия. He also promised to publish the results of his monthly physical checkups in the Steambird to make them available for public scrutiny. А еще пообещал, что будет публиковать результаты ежемесячных медосмотров Паровой птицы, чтобы общественность могла контролировать процесс. Мне не следует смеяться, но это так забавно. It really is. We've been joking about it in the office ever since. He's never gonna live this one down. Вот уж точно. Теперь для нас это нескончаемый источник шуточек в редакции. To his credit, though, Mr. Henry managed to turn the whole fiasco into a huge publicity stunt for Fanta. Their sales really rocketed for a while off the back of this. К его чести, господин Айнри сумел превратить провал в огромную рекламную кампанию для Фонты. Благодаря этому продажи компании на некоторое время резко возросли. And for all of his big promises about publishing his monthly medical reports and drinking Fanta till he turned 60, well, a few months later, everyone had moved on and forgotten all about it. А все эти его громкие обещания опубликовать ежемесячные медицинские отчеты и пить Фонту до 60 лет, через пару месяцев все об этом и думать забыли. Вот такая вот наша Шарлотка. Красотка.